Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 19 мая. Поговорим о том, что можно делать в этот день, 19 мая, что нельзя делать в этот день, чтобы не упустить удачу из своей жизни, также какой народный праздник, лунный календарь. Все это, друзья, далее более подробно. Итак, 19 мая церковь чествует День памяти праведного Иова Многострадального, преподобного Иова Почаевского. Жил праведник недалеко от Палестины и всю свою жизнь старался угодить Богу. Святой очень отличался своей добротой, честностью, справедливостью и трудолюбием. За все эти заслуги Бог наградил Иова невероятными благами и святыми дарами. Однако дьяволу это никак не нравилось. Бог показательно разрешил дьяволу забрать у преподобного Иова все, что он имел и чем он был одарен на тот момент. Но он был и дальше предан Богу, за что он и был вновь награжден здоровьем и красотой. И у него стало еще больше все получаться. Скот стал плодиться и увеличился в своем количестве аж втрое. Он стал отцом 10 прекрасных и умных детей, и жил Иов больше 140 лет в спокойствии, в здравии и счастье. В народе день называли днем Иова Горошника, Иова Огуречника или День Рассейники. Все эти названия дня, конечно же, тесно связаны с посевом гороха и огурцов. Сегодня наши предки молвили, что горох надобно сеять на сырой земле на закате солнца при ущербе луны, для того, чтобы воробьи, большие лакомки до него посева не видали. 19 мая, согласно народным приметам, земля святая и давала траве, зверям, птицам и людям исцеление. Она открывала подземные воды и кормила ими всех нуждающихся. Если сегодня поутру было очень много росы, то люди говорили: Иоав шалун росы распустил. Большая роса предвещала людям хороший урожай огурцов. Но и были другие народные приметы, связанные с росой в этот день. Когда росы было вдоволь, то это был хороший знак, который говорил о благоприятной, солнечной и теплой погоде в ближайшие дни. Такой ясный и теплый день сулил еще и богатым урожаем огурцов. А если росы сегодня и вовсе не наблюдалось, то стоило ждать дождя, что была не такая уж и плохая новость для наших предков. Сады и огороды будут политы в таком случае, а люди переключались и заканчивали дела по дому или в своих стойлах. Не помогали друг другу, общались больше, собирались чаще за столом и, соответственно, раньше по времени приходили на ужин. Дети очень любили собираться на горках 19 мая. Они по росной траве скатывались вниз, как на санях зимой. Для них это была настоящая радость и невероятное развлечение в такой теплый период года. В этот период огороды были уже полностью зеленые и старались косить траву чаще. Деревья продолжали подкрашивать, а кусты с овощами обрабатывали от жуков и разной живности. Когда на кленах появлялись сережки, то говорили, что можно, наконец, свеклу сеять. А когда сок капала из обломанной или отрезанной веточки, то и погода считалась, что будет ясная. Ягодные кустарники тщательно осматривали сегодня, в частности, искали оранжевые точки на листве. Обмазывали их либо мылом, либо керосином. Если ничего не помогало вывести эти точки, то их попросту вырезали. Потихоньку люди ждали озеленения слив, а крыжовник вместе со смородиной баловали наших предков своим цветением и насыщенными цветами плодов. Потихоньку начинали распускаться пионы и сирень, а весенняя паутина летала везде и повсюду. Если погода была благоприятная, не задумываясь, народ сеял семена огурцов, различных бобовых, тыквы, кабачков и капусты. Огурцы для большей вероятности их приема сеяли в навозную солому. Такая традиция пошла еще с давних времен, а сверху накрывали стеклянными банками, для того, чтобы тепло и свет попадал на растения.
19 мая с раннего утра старались пройтись босиком по росной траве у дома. Чаще всего это делали дети, так как родители чтили и верили в давние народные традиции. Дети бегали по траве, игрались и даже катались. Ритуал этот был о том, что роса сегодня обладала большой чудодейственной силой. Люди были убеждены и верили в то, что роса и земля дадут им колоссальную силу и здоровье на долгие годы. Сны, которые снятся со вчерашнего вечера на сегодня, наши предки считали, что они обязательно сбудутся. Такие вещи и сны могли обезопасить вас или предупредить о чем-то очень хорошем. Но не ждите исполнения таких снов сегодня, завтра или через неделю. Они сбудутся через несколько лет. Также сегодня лень была под строгим запретом. Вялое поведение и нежелание что-либо делать сулило к недостатку и неудачам в семье. Поэтому не ленитесь сегодня, 19 мая, и старайтесь браться за всю работу, что вам дают. Вспомните, какие цели перед собой вы ставили, к чему вы идете. Возможно, это вас в очередной раз подстегнет, или если нет, к чему стремиться и идти, то задумайтесь над этим и обязательно задайтесь какой-то целью. Вся лень сегодня тянет за собой денежные потери, проблемы с финансами, неудачи и разочарования. Поэтому 19 мая постарайтесь как можно раньше встать и делайте как можно больше дел, и тогда деньги сами найдут вас. Беременным женщинам не разрешалось 19 мая трогать детей. Даже гладить по голове или по плечу нельзя было. Люди верили, что малыш может приревновать и обеспокоиться в животе, а женщина с легкостью может потерять покой. В кругу семьи не стоило заключать сегодня какие-то сделки, договариваться за что-либо или обещать что-то сделать. Оговоренные вами дела редко осуществлялись и выполнялись. Да, они были мало выгодны для двух сторон. Поэтому старайтесь переубедить и настроить родных на разговор на завтра. Тем более, если дела непростые и требуют немалых усилий для их осуществления. Сегодня будет правильнее настроиться на искренний и честный разговор в тесном кругу. Стоит расслабиться, рассказать о своих делах и трудностях. Посоветовать никогда не помешает, а родные помогут вам, как никто другой, и поддержат все ваши решения и начинания. Также именинники сегодня, 19 мая, Георгий, Денис и Иоанн. Обязательно сегодня девушкам наши предки старались собрать росу на полотенце и прошептать на него определенные любовные слова. А далее такое полотенце повесить, высушиться на ветру. Сухое полотенчик надо было отдать любимому человеку, чтобы он с нежностью относился к вручившей ему рушник. Также сегодня хороший момент для начала путешествия. Также сегодня легко пойдет и процесс самообразования, изучение иностранных языков и научных исследований. Также обращаем ваше внимание, что 19 мая нельзя делать предложение о трудоустройстве и нанимать кого-либо на работу. По народной примете, если не послушаться этого совета, то можно получить ленивого работника, который будет только создавать видимость деятельности, а сам при этом целыми днями только и станет, что бездельничать да других отвлекать. Также сегодня не рекомендуется бесцельно топтаться по росе, поскольку она в этот день обладает большой целебной силой, которой обязательно нужно воспользоваться. Также в этот день, друзья, запрещено было охотиться, потому что велика вероятность встретить проснувшегося голодного медведя. Также в этот день ни в коем случае не отказывайте в помощи и милостыне просящим, чтобы эта ситуация не повторилась с вами или вашими близкими. Также в этот день не стоит заключать брачные контракты, чтобы обе стороны не остались в убытке. Вот такой сегодня у нас, друзья, день по народным приметам и народному календарю 19 мая. Ну а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 19 мая. По лунному календарю, друзья, нас ожидает с вами 18 и 19 лунные дни. Убывающая луна в знаке зодиака Козерог.
Обращаем внимание, что все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния, вашей души. События, люди и мнения отражают вас самих. Этот день благоприятен прежде всего тем, что представляет человеку шанс поработать над собой и исправить те искажения, которые были до сей поры в его душе. Однако это же влечет за собой трудности этого дня. Придется приложить и немало усилий, чтобы разобраться в себе и придать самой жестокой критике себя любимого. Если вы захотите отсидеться сегодня по-тихому где-нибудь в уголочке и ничего не предпринимать, то ваша пассивность выйдет вам вскоре боком. Это чревато тем, что вы можете попасть под чье-то влияние и превратитесь в обычную марионетку. Вам будет казаться, что вас все уважают, что вы выше их всех, но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией. Когда придет время что-то решать, вас просто не станут сегодня слушать. Также обращаем внимание, что сегодня сдержанность и благоразумие – это оптимальное состояние, которое желательно поддерживать в этот день. Сохраняйте сегодня трезвость ума и объективно оценивайте и себя, и окружающих людей. Что же касательно стрижки, то стрижка волос определенно сегодня не стоит начинать ничего нового. А лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами, а особенно с долгами. В этот день лучше держать деньги ближе к себе, иначе вы рискуете их потерять и не тратьте ни в коем случае их на себя. Также постарайтесь сегодня отказаться от процедур и услуг парикмахера. Результаты все равно вас, к сожалению, не обрадуют. Ваша карма не обрадуется потере даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку. Массаж головы или косметические процедуры не будут вредны или полезны. Вы можете сделать их просто так, для собственного удовольствия. Проведите вечер в окружении друзей или семьи. Окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачу и увеличит шансы на успех. Также сегодня сделайте прическу с челкой, которая привлечет энергию ветра. Все, что сегодня с вами произойдет, это зеркальное отражение того, что случится в ближайшем будущем. Обращаем ваше внимание, что сегодняшний день требует рассудительности и здравомыслия, осторожности и осмотрительности. Этот день не подходит для работы с запахами, поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы, выбирать духи, а также пользоваться духами и дезодорантами. Друзья, вот такой сегодня у нас с вами день по народному календарю и по лунному календарю. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал, друзья, в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, ну а прямо сейчас вы на экране видите два прямоугольника. Это следующие видео, рекомендованные для вас. Выбирайте то видео на интуитивном уровне, которое вам больше интересно. И смотрите, друзья, там много для вас полезной, важной, нужной, интересной информации. Всем прекрасного дня, друзья, услышимся уже в следующем видео.